Современная физика все ближе подбирается к странной грани. Все, что мы считали твердым, реальным, внешним, оказывается потоком информации. В какой-то момент эта информация начинает чувствовать, осознавать, выбирать. А теперь представь, шаман в джунглях, физик в лаборатории и человек на грани озарения говорят об одном и том же, но разными словами. И этот мир не снаружи тебя, а в тебе. Когда мы смотрим на реальность, нам кажется, что это твердый мир. Тело, предметы, дома, люди, планеты. Но чем глубже наука смотрит в материю, тем меньше она находит там чего-то твердого. Но если заглянуть глубже, на уровень атомов, выясняется, что вся материя состоит почти полностью из пустоты, то есть вещественной там лишь 1/1000 доля. Остальное — поля, вибрации, взаимодействия. То, что мы зовем вещами, это устойчивая информация, организованная в структуру. Она кажется плотной только потому, что наше восприятие так настраивает сигнал. Мир — это не склад вещей. Это динамическая система, где все зависит от наблюдателя, выбора и контекста. Вот тебе простой пример. Свет может быть и волной, и частицей. Что он выберет, зависит от того, смотрим ли мы на него и как. Это не просто красивая метафора. Это физика, квантовая. И она говорит, никакой объективной реальности нет. Есть только то, что проявляется в момент наблюдения. Другими словами, реальность проявляется, когда мы выбираем на нее смотреть. А значит, все, что ты видишь, это отражение твоего взаимодействия с потоком. Когда шаман входит в измененное состояние, он считывает информацию из поля. Когда физик смотрит в уравнение, он тоже считывает. Только язык разный. Джеймс Гладфельдер, доктор физики и философии информации, говорит: Вселенная не состоит из частиц. Она состоит из информации. Именно это шаманы называли светом, духом, песней, вибрацией. Не как метафору, а буквально. Сознание — не побочный продукт мозга. Это первичный поток, который организует энергию и материю в устойчивые формы. И мозг — не генератор, а приемник и усилитель. Как антенна, он настраивается на волну. Но сама волна не в мозге. Она в поле, в структуре реальности. И шаманы, и современные исследователи, включая Гладфельдера, приходят к одному. Сознание — это не функция, это основа всего. А мозг просто помогает ему проявляться. Когда ты смотришь на мир, ты не видишь все как есть. Ты видишь отфильтрованную картинку, удобную для выживания. Это сжатая, редактированная версия полной реальности. Нейробиологи называют это режимом предсказания. Твой мозг не наблюдает, он моделирует. И вот что происходит под действием психоделиков, особенно DMT. Модель временно выключается. Фильтр снимается. Сознание вырывается за пределы собранного мира. И люди описывают одно и то же. Поток света, язык без слов, геометрии, чувство возвращения домой, переживание себя как части единого поля. Это не глюк. Это прямая трансляция нефильтрованного восприятия. Гладфельдер говорит, сознание — это не внутри мозга. Оно в основе реальности. И психоделический опыт временно показывает это напрямую. А шаманские практики — дыхание, ритм, трава, звук — все это естественные способы сделать то же самое. Перенастроить приемник, открыть канал и выйти за пределы. Старейшины Амазонии говорили, чтобы войти в пространство духа, ты должен забыть, кто ты. Один из древнейших методов — ритм без слов. Только дыхание, только звук,
только движение. Шаман садится у огня, закрывает глаза и начинает дышать. Глубоко, низко, как будто через землю. Руки движутся сами. Тело раскачивается. Он не употребляет ничего, он входит в состояние сам. Эта практика называется «переход без растения». И ведь не скажешь друзьям в баре: в пятницу без фетучини, только полевая когерентность. Но работает, черт возьми, глубже, чем все остальное. Ее не передают письменно, только от сердца к сердцу. Потому что она работает не через тело, а через вибрацию поля. И в этом состоянии он не думает, он настроен, он становится каналом между мирами. Сознание — это не внутри Вселенной, а сама Вселенная внутри сознания. Большинство людей верит, что сознание — это продукт мозга, но это предположение, а не доказанный факт. Мозг — это фильтр, а не источник. Ведущие ученые, такие как Джеймс Гладфельдер, утверждают, чем больше мы изучаем физику, информацию и квантовую теорию, тем отчетливее простая истина. Сознание — это не функция, это поле, это основа. И вот странность. Когда шаман в трансе описывает структуру мироздания, она пугающе похожа на то, что рисует квантовая физика. Все — единая волновая система. Все взаимосвязано. Все наблюдаемо. Поток света, поток восприятия, поток осознания. А ты не внутри него. Ты и есть он. Когда мы с тобой разбираем таких физиков, как Гладфельдер, складывается ощущение, что они либо действительно прикоснулись к какому-то глубинному знанию, либо впитали его из трудов мистиков, либо, давай честно, словили волну. Возможно, кто-то из них медитирует, кто-то втайне увлекается восточными практиками, а может и ходит на курсы диспензы, только никому не говорит. Так или иначе, их выводы звучат не как сугубо научные гипотезы, а как инсайты, которые вполне мог бы произнести монах дзен или шаман Амазонии. Касательно самого Гладфельдера, он все-таки не шаман и не психонавт, по крайней мере официально. Но вот на чем реально основываются его идеи. На теории интеграции информации. Сознание — это не побочный эффект мозга, а результат сложности и связности системы. То есть, если система достаточно богата взаимосвязями и способна интегрировать информацию, она уже обладает уровнем осознания. Неважно, биологическая она или нет. По Гладфельдеру реальность — это не материя, а информация. Все, что существует, это набор взаимосвязанных паттернов. И чем выше степень их упорядоченности, тем реальнее объект. Материя — просто видимость, структурированный поток данных. Он исследует, как влияние одних элементов на другие, каузальность, создает структуры, которые сами по себе уже могут быть формой сознания. То есть не сознание в голове, а сознание как способность влиять и испытывать влияние в любой точке Вселенной. И тут происходит самое интересное. Все, что говорил Будда о пустоте, все, что знали суфии о едином наблюдателе, все, что открывают шаманы в айяваска-сессиях, буквально совпадает с тем, к чему приходит современная физика на краю парадоксов. Сознание не внутри нас. Мы внутри сознания. Это не метафора. Это буквально вытекает из структуры Вселенной. Все, что ты видишь, чувствуешь, переживаешь, это не ты, живущий в мире, а мир, проявляющий себя через тебя. Это не ты смотришь изнутри, это сама Вселенная смотрит на себя твоими глазами. И здесь путь к пробуждению не в поиске чего-то нового, а в распознавании того, что уже есть. То есть не ты смотришь на мир, а Вселенная смотрит через тебя. Другими словами, ты не наблюдаешь мир, ты и есть процесс наблюдения. Ты не находишься в теле, тело находится внутри поля твоего восприятия.
Ты не взаимодействуешь с реальностью, взаимодействие и есть ты. Попробуй почувствовать это не умом, а телом. Кто тот, кто слышит эти слова? Где начинается «я»? В коже, в мыслях, в дыхании? Или все это возникает внутри пространства, которое просто осознает? Мир не где-то там, он разворачивается здесь, в поле, которое ты называешь собой. Все формы — это просто временные сгущения внимания. Они приходят и уходят. А то, что остается — это наблюдающее присутствие. Это и есть ты. Без имени, без истории, без начала и конца. Когда древние говорили «я есть, и этого достаточно», они не пытались быть поэтичными. Они буквально указывали на единственное, что реально, на факт присутствия. На «я», которое есть до всех «я». До тела, до мыслей, до роли, до жизни. И вот тогда ты начинаешь видеть. Страдание — это когда ты сжимаешься до формы. Свобода — это когда ты распознаешь себя как пространство. Страх — это когда внимание цепляется. Пробуждение — когда внимание отпускает. Ты всегда был этим. Просто внимание все время играло в формы. И теперь ты можешь либо продолжить играть, либо на мгновение остановиться и вспомнить себя. Не как кого-то, а как то, через что этот момент сейчас проявляется.